Гиперкинезы обусловлены дефицитом тормозных влияний стриатума на нижележащие двигательные центры. Возникают избыточные непроизвольные движения, мышечная гипотония. В стриатуме имеется соматотопическое представительство различных мышечных групп. Поражение орального отдела хвостатого ядра проявляется насильственными движениями в мышцах лица. Поражение средней части гиперкинезами туловища и рук. Поражение нижнего отдела гиперкинезами в мышцах ног. Хореический гиперкинез – быстрые неритмичные подергивания различных мышц. Бывает у детей при малой хорее. Обнаруживается мышечная гипотония, симптом свободных надплечий, переразгибание локтевых и коленных суставов. Застывание голени при вызывании коленного рефлекса. Гиперкинез при хорее захватывает мышцы живота, туловища, конечностей, лица. Кажется, что ребенок гримасничает. Хорея Гентингтона – заболевание, наследуемое по аутосомно-доминантному типу. Начинается в возрасте 25-30 лет. Хореические гиперкинезы при болезни Гентингтона напоминают целенаправленные действия. Создается впечатление, что больная пританцовывает. Наряду с гиперкинезами развиваются психические нарушения по типу прогрессирующей деменции. Резко снижается память. Гиперкинезы наиболее выражены в мышцах лица, в дистальных отделах конечностей. Вот обратите внимание на выраженный гиперкинез пальцев рук, который, собственно, дает контрактуры. Причем контрактур настоящих здесь нет, все разгибается. Это мышечное напряжение создает картину такой ложной контрактуры. Что вас тревожит, скажите? Руки. А что еще? Еще голос. Голос. Скажите, пожалуйста, а у вас речь давно изменилась? Спасибо. А вы обратите внимание на гиперкинезы мышц лица. Покажите язык, пожалуйста. Вот. Она вот не может язык удержать в одном и том же положении. Покажите язык. Покажите, держите так, пожалуйста. Пожалуйста, Лилия Алексеевна. Не можете удержать язык. Скажите, пожалуйста, какой сегодня день недели? А может быть вторник? Понедельник. Атетоз. Медленные червеобразные вычурные движения в дистальных отделах конечностей по типу приходящих контрактур. В мышцах лица в виде вытягивания губ, перекашивания рта, гримасничания. Атетоидный гиперкинез может быть односторонним или двусторонним, двойной атетоз. Выраженные гиперкинезы мышц лица, гортани, языка, конечностей приводят к значительным моторно-речевым нарушениям. Интеллект при двойном атетозе, как правило, сохранен. Где ты живешь? В Москве. Где? В Москве. А на какой улице? Сколько тебе лет? 14. Торзионный спазм относится к медленным гиперкинезам и проявляется тоническим сокращением мышц туловища и конечностей. При произвольных движениях гиперкинез усиливается и приобретает характер вращения вдоль продольной оси. Характерны изменения мышечного тонуса. В покое он не изменен,
или снижен. При движениях выявляются симптомы зубчатого колеса, резинового жгута. Во время ходьбы возникает штопорообразное скручивание туловища. В тяжелых случаях больные не могут самостоятельно передвигаться. Торзионный спазм наблюдается при деформирующей мышечной дистонии. Различают генерализованную форму, при которой нарушается функция мышц шеи, туловища, конечностей, и локальные формы. Одна из них, спастическая кривошея, характеризуется тоническим сокращением шейных мышц с насильственным поворотом головы и гипертрофией грудинно-ключично-сосковых мышц. Компенсаторные приемы уменьшают гиперкинез. Дружное сокращение мышц кисти и предплечья возникает при письме. Аналогичные спазмы наблюдаются у машинисток, скрипачей, пианистов. Гемиболизм характеризуется быстрыми неритмичными движениями, большой амплитуды в одной, реже в двух конечностях. Движения в руке напоминают взмах крыла птицы. Быстрые, навязчивые, однообразные движения мимических мышц относят к тикам. Кроме мимической мускулатуры, в гиперкинез могут вовлекаться мышцы туловища и конечностей. Способность больных при отвлечении внимания задержать тик говорит о его функциональном характере. Однако тщательное обследование выявляет субклиническое поражение экстрапирамидной системы. Я задам тебе сейчас несколько вопросов. Постарайся мне на них ответить. Ладно. Как тебя зовут? Завтра было. А сколько тебе лет? 12 лет. Где ты живешь, Димочка? Улица Завоя, дом 26, квартира 15. Ну, молодец. А ты знаешь какие-нибудь песенки? Знаю. Постарайся нам спеть. Ладно. Какую ты споешь? Крокодила. Ну, давай, спой. Пусть берут неуклюже. Тик может сочетаться с заиканием. Пение или медленная плавная речь уменьшает как заиканье, так и тик. Почему я веселый такой? Ну, молодец, Димочка. Тебе ведь петь легче, чем говорить, наверное, Да. Пароксизмальный генерализованный тик, болезнь Жиль-де-ля-Туретта, быстрые непроизвольные движения всего туловища с подскоками, притоптыванием, насильственным выкрикиванием звуков, слов, фраз. Валерий Владимирович, пожалуйста, пройдите сюда. Да, спокойно, спокойно пройдите. Садитесь, пожалуйста. Скажите, какие первые признаки болезни у вас были? Первый признак у меня был, я просто головой дергал. В какую сторону? Справа. А дальше? Потом глаз вот начал моргать. С какой стороны? Тоже справа. И как дальше развивалась болезнь? А потом топать вот начал. А уж последний начал выкрикивать. Это когда было? Ну, в общем, у меня началось в лет, так, может, даже в 14 у меня уже, наверное, в комплексе все набралось, в 15. А лет в 13 у меня вот так. Ну, года за полтора, за два у меня набралось все вот так в комплексе. Скажите, что вам помогает? Помогает? Отвлечение вам помогает? Да, отвлечение. Вот что вам помогает? Чем? Вот когда работаю я. Не бывает этих тоже. подергиваний? Да. Прочитайте, пожалуйста, вот этот текст. Мне помогает спокойствие и общее расслабление. Я постоянно думаю о том, что мне становится лучше. У меня нет тяги к излишним движениям. Когда я увлеченно работаю или занимаюсь любимым делом, у меня не возникает излишних движений. Прекрасно. А теперь попробуйте, пожалуйста, сыграть. А что сыграть? Ну, то, что вам нравится. Сейчас попробую. Пожалуйста. Задача врача в том, чтобы помочь больному найти те способы и приемы, которые бы помогли ему затормозить или подавить гиперкинез.